Всем привет из Филиппин. Доброе утро или Маайон Бунтак, как говорят у нас на острове. Я уже пытаюсь записать видео про подводные съемки, наверное, месяца 2. Но в этом году сезон дождей уж очень какой-то дождливый. Постоянно волнение воды, ветер и пасмурно. Поэтому я решил записывать так, как есть. Многие меня спрашивают, на какую камеру я снимаю свои подводные видео. У меня обычная 10-я GoPro. В этом видео я покажу, как я снимаю под водой. Покажу свои настройки камеры и покажу, как я монтирую видео в программе Adobe Premiere Pro после. Это видео будет таким техническим, но я надеюсь, кому-нибудь будет полезным. Я не претендую на роль какого-то профессионального видеографа, я сам все еще только учусь. Все то, что я покажу в этом ролике, это сугубо мой личный опыт, сугубо мой личный вкус. К своим настройкам я пришел методом проб и ошибок путем экспериментов. Возможно, у вас будут другие. Буду рад любому обмену опытом в комментариях. Вы купили новую экшн-камеру и поехали поснимать коралловый риф под водой, но ваши видео выглядят как-то так? Не очень, правда? Что ж, давайте попробуем из таких сделать такими. Ну а дальше надо правильно настроить экшн-камеру. У меня это GoPro, но для всех экшн-камер настройки примерно одинаковые. Расскажу, какие настройки я выставляю, когда снимаю под водой. Для начала разрешение и количество кадров в секунду. Я ставлю либо 2.7К, либо 4К. Соотношение сторон я ставлю 4:3. Потому что естественное соотношение сторон сенсора GoPro 4:3. И когда мы ставим 16:9, GoPro автоматически срезает часть информации сверху и часть информации снизу. Так лучше я буду делать это сам во время постпродакшена, потому что когда мы находимся под водой, мы не можем смотреть на экран камеры, поэтому мы не знаем, какое изображение попадает в кадр. Лучше я обрежу так, как мне надо на постпродакшене, чем так, как считает нужным GoPro. По поводу количества кадров в секунду. Если вода прозрачная, спокойная, погода хорошая и солнечная, я ставлю 120 кадров в секунду. Потому что под водой камеру постоянно шатает. И на постпродакшене во время монтажа я делаю слоумо, замедляю изображение. Тогда качка становится более плавной, и мы ее практически не замечаем. Но вы должны помнить, что чем больше кадров в секунду, тем хуже будет изображение. Поэтому, если вода не очень прозрачная, если есть течение, либо муть, ставьте 60 кадров в секунду. Если же условия для съемки идеальные, ставьте 120 кадров в секунду. Следующая настройка – угол обзора. Я всегда ставлю широкий угол обзора. Если ставить супер широкий обзор, картинка будет вытянутая, эффект рыбьего глаза будет бросаться в глаза. Если ставить линейный угол обзора, то часть информации мы будем терять. Поэтому для подводных съемок лучше всего подходит широкий угол обзора. Следующая настройка – Hyper Smooth стабилизация. Тут ставьте либо стандартную, либо высокую. При съемке в 120 кадров в секунду будет доступно только без стабилизации, стандартная и буст. Поэтому выбираем стандартную. При съемке в 60 кадров в секунду также становится доступна высокая стабилизация, но никогда не ставьте буст, то есть самую высокую стабилизацию, потому что в этом режиме GoPro сильно обрезает картинку. Битрейт ставим высокий. Мы хотим получить максимальное качество, поэтому ставим высокий. Шаттер, авто. Компенсация экспозиции я ставлю минус 0,5. Это позволяет избежать засветов в светлых участках. Таким образом мы сохраняем больше информации. Баланс белого я выбираю нативный, естественный. Дело в том, что под водой постоянно меняется освещение. Это зависит от ряби на поверхности воды, от течения, от глубины. Поэтому GoPro на автомате не сможет выставить баланс белого. Лучше выставить естественный, нативный баланс белого и поправить, если нужно, уже на постпродакшене. ISO минимум я ставлю 100, ISO максимум я ставлю 400. Больше нет смысла ставить, потому что будет заметен шум. Чем больше мы ставим ISO, тем сильнее шумит изображение. Под водой 400 оптимально. Резкость. Я ставлю среднюю. Цветовой профиль. Под водой я использую flat, плоский цветовой профиль. Тут есть еще нейтральный и есть насыщенный.
Так как мы потом будем редактировать и подкрашивать отснятое видео, я советую ставить плоский цветовой профиль, flat. На этом, в принципе, все. Ну что, настроили камеру? Поплыли посмотрим, что у нас получилось? Ну а дальше видео, которое мы сняли, нужно правильно смонтировать в монтажной программе. Я работаю в Adobe Premiere Pro, потому что просто привык. Кто-то работает в другой программе, но принципы монтажа примерно одинаковые. Перемещаемся в Adobe Premiere Pro, в монтажную программу, в которой я привык работать. Я уже создал проект и закинул в проект 3 видеофрагмента. Первый фрагмент, вот просто проплываю сквозь траву. Второй фрагмент, я плыву, снимаю себя. И третий фрагмент, рыбки плавают среди камней. Сейчас будем обрабатывать эти 3 видеофрагмента. Так как мы снимали в плоском цветовом профиле, в настройках GoPro камеры мы выбирали Flat Profile, плоский. Сейчас наше изображение очень бледное, ненасыщенное и неконтрастное. Почему так происходит? Выбирая Flat, плоский цветовой профиль, GoPro старается сохранить как можно больше информации как в светлых участках, так и в тенях. Поэтому это дает больше возможностей для монтажера. То есть у монтажера появляется больше возможностей для обработки, для покраски, для редактирования видеофрагмента. Так как я снимал в 120 кадров в секунду, в 120 FPS, я замедляю изображение до 30 кадров в секунду. Было 120, нам надо сделать 30 кадров в секунду, поэтому скорость воспроизведения я делю на 4. Вместо 100% ставлю 25. Я это делаю для того, чтобы убрать тряску под водой. Теперь наше видео выглядит гораздо более привлекательно. Дальше нужно раскрасить видеофрагмент. Я перехожу во вкладку базовой цветокоррекции. Оттенок я ставлю примерно 30. Это убирает зелень, зелень воды. Затем я перехожу в кривые и делаю вот такую волнообразную кривую. Возвращается яркость и контрастность. Примерно вот так. Возвращаюсь к настройкам баланса белого и немножко регулирую баланс белого. Вот примерно так. Так как мы снимали в плоском цветовом профиле, то насыщенности в изображении не было. Поэтому я добавляю примерно 20% насыщенности. Немножко добавляю контрастности. Тени я ставлю минус 30. Это дает подводной картинке некую глубину. Кажется, что мы снимаем где-то глубоко под водой, а не у поверхности. И последний момент. После нашего редактирования вода не выглядит синей, поэтому я возвращаюсь в кривые. Нахожу кривые оттенок против оттенка, hue versus hue. Пипеткой нажимаю на тот цвет, который хочу немножко поправить. И из вот такого вот салатового, голубого делаю синий. Вот что получилось. Было вот так, стало вот так. Подобным образом редактирую следующий фрагмент. Скорость воспроизведения уменьшаю в 4 раза. Еще раз, потому что мы снимали в 120 кадрах в секунду, а все свои видео я вывожу в 30 кадрах в секунду. 120 разделить на 30 получается 4. То есть скорость воспроизведения я уменьшаю в 4 раза. Так, сугубо на мой взгляд, подводная съемка выглядит гораздо привлекательнее. Добавляю красного цвета, чтобы убрать зелень. Делаю кривую. Добавляю насыщенности 20%. Добавляю немножко контрастности. Уменьшаю теней, чтобы придать глубины. И еще раз играю с балансом белого. Здесь нужно сделать так, чтобы кожа была естественного цвета. Я думаю, примерно так. Возвращаю синий оттенок к воде вокруг. Вот как-то так. Здесь еще можно добавить highlights, потому что изображение получилось достаточно темное. И немножко добавить яркости. Я думаю, как-то так. Было вот так, стало вот так. Следующий фрагмент, где рыбки плавают вокруг камней. Замедляем 4 раза. Добавляем розового, чтобы убрать зелень. Я изначально ставлю примерно 30, а потом уже на глаз подкручиваю после обработки, как мне больше нравится. Делаю кривую, вот как-то так. Еще раз играю с балансом белого. Мне кажется, как-то так. Добавляю насыщенности, немножко контраста. Тени делаю минус 30. И вернем в воде синий оттенок. Было вот так, стало вот так. Так как я снимал с соотношением сторон в 4:3, а я вывожу видео для YouTube и хочу вывести в 16:9, поэтому я меняю размер секвенции. 4:3 на 16:9. Если видите, картинка сильно увеличилась. Нам нужно подогнать
наш видеофрагмент под размер секвенции. Так как мы снимали в 4:3, а не в 16:9, мы можем опустить картинку, либо поднять. Это дает больше возможностей при монтаже, чтобы объект нашей съемки был по центру. Мы можем оцентровать объект нашей съемки. Здесь объектом съемки был я сам. Сверху мы видим много пустого пространства, которое нам в принципе не нужно. Поэтому максимально поднимаем. Как-то так. И следующий фрагмент. Делаем примерно так. Ну и добавляем какую-нибудь музычку на фон. И не забывайте про важное правило монтажа, чтобы смена кадров происходила под биты в музыке. Я обычно проекты вывожу в H264. Количество кадров в секунду FPS, так как мы со 120 снижали до 30 кадров в секунду, столько же нам нужно выставить при рендере видео, при его сохранении. Я ставлю 29-97, потому что GoPro по умолчанию снимает именно 29-97 кадров в секунду, когда мы выставляем 30. Не знаю почему. Битрейт я ставлю постоянный и 100. На мой взгляд, это оптимальные настройки. Готово. Сохраняем наш проект. Смотрим, что по итогу у нас получилось. Хочу дать несколько советов, как лучше снимать под водой. Если вы снимаете для Фейсбука, Инстаграма, либо для социальных сетей, которые люди в основном смотрят с телефона, лучше снимать вертикально, не горизонтально. Так больше информации попадет в кадр и не нужно будет делать лишнюю работу по обрезке краев в монтажной программе. Хоть и заявлено, что экшн-камеры типа GoPro водонепроницаемые до 10 метров, лучше все равно использовать Aquabox, подводный чехол. Соленая морская вода – агрессивная среда для любой техники. Я уже знаю несколько примеров своих знакомых, у которых протекла камера, когда они просто ныряли возле поверхности, даже не ныряя глубоко. Поэтому в морской воде старайтесь всегда использовать Aquabox. Опускать камеру в пресную воду менее опасно, чем соленую. Хочу сказать пару слов про красный фильтр. Дело в том, что чем глубже от поверхности, тем меньше красного света попадает в объектив камеры, и тем больше ваши видео будут синими. Чтобы это исправить, некоторые используют красные фильтры. Для экшн-камеры обычно бывают 3 вида фильтров. Это розовый, красный и фиолетовый. Если вы снимаете на поверхности и глубоко нырять не собираетесь, до 2 метров никакие фильтры можно не использовать. Если вы занимаетесь снорклингом, собираетесь нырять глубже 2 метров, либо занимаетесь фридайвингом от 2 до 10 метров, уже нужно использовать розовый фильтр. Если вы занимаетесь дайвингом и погружаетесь свыше 10 метров, я советую использовать красный фильтр. А если вы снимаете в реках и озерах, где вода зеленоватая, нужно использовать фиолетовый фильтр. Это поможет выправить баланс белого и будет меньше работы на постпродакшене во время монтажа. Можно камеру прямо под водой поставить на треногу.
Таким образом, можно будет заснять подводный таймлапс, либо заснять самого себя со стороны, плавая вокруг камеры. Но здесь важно не упускать камеру из виду, потому что есть вероятность ее потерять под водой. Старайтесь снимать подводный объект не сверху вниз, а либо на уровне, либо снизу вверх под углом. Самое главное, следите за погодой. Лучше всего снимать под водой в солнечный день, когда штиль, когда нету волнения воды. Дело в том, что под водой меньше света, чем на поверхности, а сенсор у экшн-камер очень маленький. Поэтому под водой на него попадает меньше света, чем на поверхности. Экшн-камеры прекрасно снимают солнечную яркую погоду, но отвратительно в условиях плохой освещенности. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, хоть кому-нибудь оно окажется полезным. То, как монтирую подводные видео я, показал в этом ролике. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как это делаете вы. Мне на самом деле очень интересно. Всем спасибо и всем мира над головой. Скорей, скорее беги, что покажу, собака. Беги, что покажу. Смотри на экран. Эти добрые ребята прислали нам донат с прошлой серии. Ну что ты целуешься? Фу. Ай, ай. Соскучилась?